Привет, друзья! Сегодня, как и обещал, поговорим про Traditional Grip и основную проблему, которую он из себя представляет. Значит, основная проблема, в отличие от симметрии, когда у нас происходит отскок палки, и мы продолжаем контролировать ее средним и безымянным пальцем, то есть мы совершенно свободно ее отпускаем и возвращаем назад. В традиции, когда мы играем отскок, у нас палочка ничем не контролируется, она просто как пружинка открывается, закрывается, да, но нет таких точных данных, скажем так, как от среднего и безымянного пальца в симметрии. Она просто куда-то вылетает. И научиться ее контролировать в этом положении – это основная сложность данной постановки. Но если вы преодолеете эту сложность, то постановка подарит вам много радости, контроля, звука и хлесткости. Итак, что происходит, когда мы отпускаем палку в традиции? Мы теряем точку, где мы контролируем палку тактильно, и мозг дает команду срочно закрыть позицию большим пальцем, чтобы палка куда-нибудь не вылетела. Это происходит помимо нашего участия, подсознательно. Открыли, надо сразу закрыть. Поэтому очень часто можно встретить людей, играющих в традиции, которые либо зажимают большой палец, либо прижимают большим пальцем палку к ладони. И никаких отскоков здесь уже не происходит. Все движение либо вращательное, либо вот такое вот подъемом предплечья, да, совершается. Очень энергозатратно, очень сказывается на звуке в худшую сторону, да, в отличие от хорошего мощного отскока. Как же победить эту проблему? Есть два простых упражнения. Одно совсем простое, другое тоже простое, если делать внимательно, но чуть посложнее. Итак, первое. Вам нужно научиться находить точку баланса палки при полностью раскрытой позиции ладони. Открываем пальцы, в том числе большой, на максимальную величину. Ни в коем случае его не сгибаем, не пододвигаем к ладони. Максимально отодвинули палец большой. Ставим вот так вот руку и кладем палочку тонким концом под указательный на большой. И ищем положение, при котором, отпустив правую руку, мы сможем, не шевеля большим пальцем, держать палку вот так вот уверенно в устойчивом положении. Подержали, открыли, заново положили, подержали и запоминаем это положение. Может быть, у вас день-другой идет на освоение этого упражнения. Не торопитесь, главное здесь качество. Как только вы почувствовали, что этот баланс найден уверенно, вы сможете шевелить рукой влево-вправо, вверх-вниз. При этом большим пальцем вы шевелить не будете. Ну, по крайней мере, не должны. Только после освоения этого упражнения вы можете переходить ко второй части. Вторая часть чуть посложнее. Мы держим палку между большим пальцем и ладонью, между средним и безымянным. Вот так она у нас висит вниз. Да, обратите внимание, я держу палку за тонкий кончик. Здесь лучший баланс. Дальше я начинаю поднимать и переворачивать палку, и в верхней точке открываю позицию максимально широко. Не постепенно, большим пальцем подлавливая палку. Сразу максимально открываю в ту позицию, которую уже запомнил. А палка должна лечь в эту позицию, которую вы уже нашли. Да? И вот поиск этой позиции при открытии и составляет основную сложность во второй части упражнения. Да, она сначала у вас будет вылетать, безусловно. Поэтому подстрахуйтесь, что-нибудь мягкое подложите, чтобы соседи потом не предъявляли вам претензий. Но через какое-то время вы начнете чувствовать, куда вам нужно смещать открытие всей позиции. Палку чуть на себя, чуть от себя, чуть повыше, может быть, кисть поднять, развернуть чуть побольше. Но через какое-то время действительно эта позиция находится. И вот здесь вам нужно довести упражнение до совершенства. Недоделанное упражнение не дает никаких преимуществ, только идеально выполненное. А идеально это 100 из 100. Вы должны 100 раз открыть позицию, и 100 раз у вас палка должна лечь в эту запомненную по балансу точку. 100 раз из 100. Вот это хороший показатель. И обязательно пауза. Когда вы открываете позицию, вы замираете и анализируете, попал, не попал. Если делать вот так вот, это читерство. Да? Толку здесь никакого нет, пользы тоже не будет. Открыли, подержали, закрыли. Открыли, подержали, закрыли. Если вам удалось сделать 100 из 100 таких повторений, считайте, что проблему психологическую зажима большим пальцем палки к ладони вы сняли. Можно приступать к дальнейшему освоению постановки.
для того, чтобы играть легко, мощно, кистью, одним пальцем, другим пальцем, пуш-пул, мюллер. В общем, все богатство технической палитры отныне вам будет доступно точно так же, как и в симметричной постановке. Никакой разницы между симметрией и традицией быть не должно. Ни в звучании, ни в технических элементах. Как нравится, так и играйте. Хотите в симметрии, хотите в традиции, но если играете в традиции, играйте правильно. Спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы, в комментариях. Всем отвечу. Пока.